Поместился. Ребятки, ола, буэнос диас, как говорится, приветствуем вас в Мексике. И сегодня посмотрим интересное. В Мексике огромное количество классных вариантов размещений. Помимо люксовых отелей, которых, как оказалось, в Мехико очень много. Check out the glass. This is Art Nouveau style at its absolute finest. Now this is more like a living room. There's a bedroom back behind that wall. Так вот, помимо классических отелей, приятных 3 звезды и интересных 4 необычных 5 звезд, здесь есть очень крутые места размещения от частных хозяев. Прошу сюда. Американская прокатная компания выдала нам в Мексике Чанган. Мы так надеялись, что будет что-то прям такое мексиканское. Далее китайскую машину. Погнали. Это руль овальный. Но есть же круглый руль. Ну вот. Что это такое? Похоже на ванную комнату Дарта Вейдера. Так, ребятки, мы в Мексике. Как сюда попасть? Что здесь интересного? А интересного очень много. Какие нюансы и что важно, пожалуй, знать в нашем первом выпуске. Ссылочка внизу, рекомендую посмотреть. Машина стоит недорого, 699 мексиканских песо в сутки. И причем это, не эконом. Там был эконом за 399. Мексиканский трафик в Мехико непростой. Едем. О, это оно. Это ворота. Сейчас припаркуемся. Вау, фантастика. That's fantastic. Ребятки, мы на месте. Так, а это не дом. Это дом. Дом-змея. Нет, дом со змеями следующий. Туда мы еще поедем. А, ясно. Этот проект называется Conjunto Satellite. 4 дома на одном участке. 2 из них мы сможем сегодня посмотреть, а в 2 других живут люди. Мы, конечно, не экономим про архитектуру, но вот каждая деталь, которую не посмотри, даже вот растительность, как заборы, там, что внутри вот этого, как конструкция сама сделана. Мы ограниченного времени нам пошли навстречу и разрешили показать. Скажите, а что внутри стен и вот как конструкция устроена? Это многослойная конструкция, полиуретан, плюс штукатурка и гипс, и армирование. Это металл. Так, первый дом. Вот такой матрас. Так, а это спальня? Да, это кровать. Здесь столько интересных деталей. Здесь ванная комната и душевая кабинка. 30 лет, ни плесени, ничего нет. Туалет. И вот такая дверь. Дом выглядит как новый, как будто построен пару лет назад. Да, именно. Здесь еще 2 комнаты, а здесь джакузи. Еще одна ванная комната. Хотя спальня одна, а ванная комната 2. 3 спальни. А, это типа Ты как немножко теряешься сначала в ориентации, это настолько не похоже даже на смелые современные проекты. Ходишь и сначала пытаешься понять, как это использовать в реальной жизни, но это, считайте, жилой дом. Это книга нашего архитектора Хавьера Синосиана. Как видите, его дома не всегда были такими. До 1984 года он занимался более традиционной архитектурой. Вот, например, это тоже его работа, за 20 лет до этого проекта. Это небольшое офисное здание в Мехико. А первый проект в таком стиле он создал в 1984-м. Это дом, который он построил для себя и прожил в нем 25 лет. Называется «Живой дом», Каса Органика. Поднимемся наверх. Стеклянная дверь. Смотрите, размер стеклянной двери. Вот окно, которое мы только что видели, вот оттуда. И вот мы на крыше дома прямо сейчас. А эта штука зачем? Это спринклер для полива травы. Сейчас мы посмотрим второй дом, вон тот, а в 2 других живут люди. Это второй дом. Сразу видно отличие. Входная дверь деревянная. Здесь вместо сада такое место для тусовок.
Вы знаете, это место выглядит как из голливудских фильмов 80-х. Здесь место для тусовок, тоже кухня. Отличие основное одно, то что здесь вместо зеленой зоны большая гостиная. А вот интересно, какое тут освещение вечером и ночью? Да, свет всегда разный. В потолке несколько отверстий, и в течение дня свет перемещается по комнате. Вечером можно включить подсветку, она, кстати, вся спрятана. Архитектор Хавьер любит прятать светильники. Попробуйте диван, очень удобный. А тут же ничего не перестраивалось вот с момента, как построили? Только тут. Потолок немного просел со временем, поэтому пришлось добавить балку. А телека тут нет, да? Думаю, у людей в 2 других домах может быть телевизор. Вот вам телевизор. Точно. Надо сюда смотреть. Территория снаружи тоже немного отличается. У этого дома больше двор. А костер тут можно разводить? Типа устроить пикник? Да, без проблем. У нас собственный садовник, его зовут Диего. Он круглый год отвечает за этот сад, поэтому он такой зеленый и красивый. Он работает каждый день. Не представляю объем работы, чтобы все это поливать. Бамбук, столько разных растений, у каждого свой полив, у каждого свой режим. Тут тоже проход официальный. Ты смотришь какие-то вот картинки, рендеры, нейросетью нарисованные, и тут приходишь, и это реально чей-то дом, и в нем реально кто-то живет. В том доме живут люди. Вы готовы ехать дальше? Да, готово. Вот дождь, опять же, интересно, потому что много поверхностей полупластиковых, то есть дождь идет в зависимости от того, какая сила дождя, как звуки внутри дома, какие будут. Закрытую территорию крутого ЖК, не знаю. Тут даже по QR въезд. Специально пропуск нам за 2 дня до этого выписывали, чтобы заехать на территорию. Называется Пасеус дель Боск. Тут прям похоже на, знаете, на Калифорнию. Голливуд Хиллз. Камеру вырубай. Buenos días. También ya sirven los lectores por si gustas ingresar del lado de residentes. Вот люди живут. Вот привычный дом, и тут мы поворачиваем взгляд вот сюда. Это парковка справа для машин. Это домик охраны. Вот там 2 окна и домофончик. Большая территория. Вид, посмотри какой. Ребятушки, добро пожаловать в парк Quetzalcoatl. Это самый большой проект архитектора, но он еще не закончен. Много еще не построено. Вот, например, это здание. Это информационный центр, что-то типа ресепшена, но его строительство еще даже не началось, и у нас нет точной даты завершения. 8-10 лет, мы не знаем. А мексиканское правительство вам как-то помогает? Нет, это полностью частный проект. Сейчас проект финансирует только архитектор Хавьер. Размер парка около 20 гектаров, а строить его начали в 2000 году. Идем дальше. Знаете, когда видишь такую красивую траву, стоит знак «По газону не ходить». Точно. Но здесь ходить по траве — это тоже впечатление. Вау. Это оно. Это самое первое здание, которое здесь построили. Многоквартирный дом. Там прямо сейчас живут люди. Его начали строить в 2000 году и закончили в 2007. Все здание — это огромная скульптура змеи. Вот там, где круглые окна, это тело змеи. Как раз в нем квартиры. Это жилой дом на 10 квартир. Настоящий жилой дом. Сегодня мы увидим много необычных скамеек, например, это в форме языка. Попробуйте посидеть, они очень удобные. Сотни деталей интересных здесь. Я думаю, ландшафтные дизайнеры тут захотят вообще кино 2-часовое про вот это вот все, как тут все организовано.
Участок площадью 5000 квадратных метров. Территория, как пишут на первый взгляд, была совершенно непригодна для строительства, потому что здесь множество оврагов и холмов. Но практически каждый метр этого ландшафта, можно сказать, использовали по назначению. Где овраг, там овраг. Где какой-то спуск, там сделали лестницу. Где был вроде как какой-то болотце или пруд, сделали настоящий пруд. То есть нигде ничего как бы специально не равняли и встроили вот эти вот архитектурные детали. И, собственно, главное строение — это дом в текущий ландшафт вот этого места. А это пруд. В нем собирается дождевая вода, которая стекает по склону. Парк устроен так, чтобы эффективно использовать разницу высот. Так что в сезон дождей мы собираем дождевую воду, а когда сезон заканчивается, мы используем эту воду для полива территории и всех растений. А это плавающие кресла. Так, а как грести? Ну, там обратно плыть? Не думайте об этом. Просто плыви, да? Просто плывите по течению. А это сток, который направляет лишнюю воду в следующий пруд. Таких прудов 3. Каждый соединен каскадом со следующими. Здесь у нас 2 арки. Обратите внимание, что это в форме пасти змеи. И там дальше еще одна, тоже интересная. Тут можно очень долго ходить. Тут даже климат в разных частях парка разный. Музыка? Ага. Туда мы тоже пойдем. Вот откуда идет музыка. Это туннель 5 чувств. Архитектор Хавьер хотел создать место, где будут задействованы все наши органы чувств. Например, это растение, оно цветет раз в год. У него желтый цветок с очень вкусным запахом. Это очень приятно для нашего обоняния. Габриэль, а если в июне приехать, как тут будет? Уже другие будут впечатления, да? Да, он отличается. Как минимум будет жарче. Сейчас отличное время года для посещения парка, потому что уже не очень жарко, но все еще очень зеленое и пышное после сезона дождей. Когда парк откроется полностью, мы, скорее всего, ограничим количество гостей в день, чтобы не было слишком многолюдно, потому что это и траве вредно, и впечатления будут не такие. А сколько нужно времени, чтобы обойти весь парк? Если хотите увидеть каждую деталь, это займет около 5 часов. А вот там, это пещера? Да. Даже 2 пещеры? Да, там несколько пещер. Кстати, вот еще одна пасть змеи. Это тоже скамейка. Столько деталей, столько интересных тут деталей. Высота метров 20, наверное, 25. Это огромный овраг. И это мост. Обратите внимание, как цвет моста сочетается с природой вокруг. А выступ, на котором мы стоим, как приглашение. Посмотрите в ущелье, что там внизу. Приглашение оценить красоту этого места. Архитектор Хавьер намекает нам, что главный герой тут именно природа, не мост. На камере вот это ощущение, оно не передается. Настолько он гармонично встроен. Это овраг. Посмотрите туда, это очень интересно. Иногда люди спрашивают, как вы косите траву? Мой коллега Розарио как раз занимается этим. На этом месте раньше была пещера. Архитектор Хавьер старается сохранять природный ландшафт, но иногда это сложно. Стены этой пещеры были недостаточно крепкими, оставлять ее оказалось небезопасно. И пещеру переделали во что-то вроде форума, утрамбовав землю в виде ступеней. Ноу-хау, как стричь такой склон. Габриэль, какие-то секретные местечки у вас тут есть? Да, и в одно такое место мы зайдем. Вау. Да, это один из входов в информационный центр, который я показывал вам на карте. Он еще не построен. А здесь местечко, где можно ходить только по тропинке, не по траве. Это то самое ущелье, которое мы видели с моста, помните? А вот и мост. The bridge, вот и мост. И необычная двухсторонняя скамейка. Have you ever caught any А доводилось ли вам когда-нибудь ловить людей, которые по-тихому пролезли в парк? Да, бывало. Ночью, например. Какие-нибудь парочки. Пару раз бывало. Но это не часто. Так, а что потом? Штраф или вежливая беседа? Просто вежливая беседа. Мы дошли до части парка, в которой 3 тематические зоны. Это королевство растений. Это теплица, в то же время еще и скульптура. Она имеет форму животного.
Угадайте, какого? Так, и что это? Это улитка. А, улитка, точно. Вот эти острые части сверху — это глаза. Точно, да. А значит, внутри у нее раковина. Пойдемте посмотрим. Вот о чем я говорю, про свет. В зависимости от того, какое время суток и даже время года, свет совершенно разный. Сейчас вот такой, вечером будет другой. Перед тем, как пойти наверх, рекомендую сходить посмотреть туалеты. В этом здании они очень необычные. Это туалет. Сушилка, какая-то тоже кастомная. Это умывальник. И это умывальник. А, так это вот это называется вот так отсюда. Блин. Идеально прям уходит по траектории вот туда. Это омбре, видимо, мужской туалет. 55 секунд. Кстати, цвета в этом месте, особенно красный, полезны для растений, помогают им расти. Так что это и красиво, и функционально. Это вторая часть королевства растений. Здесь у нас грядка с клубникой, сад с растениями пустыни, а также сад, который привлекает пчел и бабочек и поддерживает здоровье экосистемы. А вот еще кое-что веселое, вам понравится. Можете попробовать. Для детей, да? Для всех. Я катался на такой, да. Мы хотим использовать то, что выращиваем, в том числе как ингредиенты для ресторана и кафе, когда они будут готовы. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ребятушки из России. Не говорят по-испански. No, español. ¿Cómo se dice hola en ruso? Sorry. Привет. О, вы знаете какие-то фразы? Да, я еще могу сказать. Меня зовут Габриэль. ¿Y cómo se dice bye en ruso? Как сказать по-русски «пока»? Пока. Пока. Тут у нас небольшой огород, мы выращиваем перец чили, чеснок, манголь. Это что-то вроде свеклы. Теперь мы попадаем в следующую зону, называется Королевство минералов. Это пещера, которая была здесь до нас, и архитектор Хавьер решил сохранить ее и использовать. Только, пожалуйста, одно правило — не трогать экспонаты. О, вау. Темновато здесь. Головой бы не стукнуть. А вот из меня... Минералы вот эти, они местные или их привезли сюда? Нет, их сюда привезли. Их установил архитектор Хавьер как экспонаты. А вот очень крутая комната, хотел вам показать. Здесь большое кресло-мешок, а по кругу всей комнаты есть диван. Это отличный пример того, почему архитектор Хавьер любит пещеры. Он считает, что пещеры заставляют нас чувствовать себя в безопасности. Это как вернуться в утробу матери. И очень тихо. Очень тихо. И Wi-Fi нет. Нет Wi-Fi. И здесь всегда одинаковая температура. Это еще одно преимущество пещер. Если снаружи жарко, здесь будет прохладно. И наоборот. Кондиционер или обогреватель в пещере не нужны. Ну и последняя тематическая зона — Королевство животных. Мы были в королевствах минералов и растений, теперь Королевство животных. Сейчас мы над ущельем. Это то самое ущелье, которое мы видели раньше. Планируем обустроить здесь птичий заповедник, поставить много кормушек, чтобы привлечь птиц. И затем можно будет ходить здесь по мосту или внизу по тропе. Целый, каньон здесь еще есть. Это одно из мест, которое все еще строится. Эта часть Королевства животных называется ферма. Будет что-то вроде контактного зоопарка с фермерскими животными. Какие животные? Например, овцы, куры. Обратите внимание, все покрыто травой. Это затем, чтобы здание сочеталось с ландшафтом, и для поддержки нужной температуры внутри. Что-то вроде эффекта пещеры. Это место, где животные будут спать. Сейчас мы работаем над покраской внутри. А тут тоже можно будет ходить, да? Да, когда парк откроется, все смогут приходить сюда. Мои коллеги вон там укладывают все эти камни руками. Каждый камень один за одним. Очень кропотливая работа. Мастерская работа. Да, именно. Выход здесь, пойдемте. Естественно, некоторые места нам не показывают. Они еще или недоделаны, или служебные. Так, что-то секретное. Так, ребятушки, это очень особенное место. Здесь берегите голову. Можно было сделать просто проход, но нет, сделали вот так и вот так. Вау!
Это место, куда могут попасть только наши гости. Покажу вам две квартиры. Одну из них переделали в музей. Пойдем за мной. Да как вот это вот в принципе может быть домом? Круто, да? Так, а это была квартира и переделали в музей, да? Да, Ведь могли просто взять стол и поставить экспонат, но нет, нужно сделать вот такую штуковину. точно. Габриэль, а есть тут макеты чего-то, что вы только планируете построить? Да, вот тут. Это то, что еще не построено в парке. Это будет здание пиццерии. Один из будущих проектов. Мы в квартире вообще-то находимся. А это масштабная модель всего парка. Вот еще один пример того, что планируем построить. Тот самый центр для посетителей. Эта квартира особенная. Только здесь есть то, чего нет в других. Идемте покажу и осторожнее на лестнице. Напоминает о первом доме, где был такой же диван. Эта часть здания — одна из опорных точек. Она лежит на земле. С этого места начинали строить. А как вы тестировали надежность конструкции? Это сейчас есть там искусственный интеллект, какие-то специальные программы, а вот тогда? 20 лет назад тоже были какие-то программы, но в основном все-таки это опыт архитектора. Y con la cabeza, ¿no? Claro. El artista trabaja con las manos, con la cabeza y con el corazón. И тоже ни одного источника света не видно. Лампочки есть, но они спрятаны вот туда. И такое окошко. Раньше здесь была ванная. Там внизу, видите? Ага, кухня. Прикинь, на такой кухне готовить. Мы сейчас пойдем в квартиру, которая прям квартира. А вот там пасть змеи. Внутри нее еще одна пещера, натуральная. Идем в следующую квартиру? Нам сюда. А сколько этажей? Трудно сказать, конструкция нестандартная. Вот немножко бытовухи. Вот здесь вот. Блин, это дом. Окна открываются в бок, видите, поворачиваются вот так. Смотри, идеально подходит. Ага, мост. Тут заблудиться можно. А вид, я так понимаю, из каждого окна разный. И из каждой квартиры свой неповторимый вид. Видите, как она открывается в бок? Гостиная и кухня. Типичная американская стиральная машина. Смотри, как классно. Кроватка. И тут вот такая ванная. Смотри, душевая кабинка. Туалетик такой. И вот такой вид в дерево. Как-то на камере типа кровать, а по ощущению такая прям каюта на яхте. Квартира большая. Подожди, раз, комната, гостиная, кухня. Смотри, как круто. И таких вот 10 квартир в этом доме. Мы, конечно, все там в шкафы не смотрим, не открываем. Наверняка тут еще деталей много разных интересных. Типа вот, видишь, шкаф прям сделан ровно. Под вырез. Вот сюда вот. И вот такое вот окошко угловое. И это все встроено в ландшафт этого места. Тут склон был, прям сюда вот устроили. Прикинь, сидишь, и перспектива вот такая. 8. Зеркало вообще маленькое. Зеркало. Здесь еще одна раковина и еще одна ванная комната. А ты видел здесь окно? И вот тут тоже. Вот. Такой вид из душевой кабинки. Что-то я запутался уже считать, сколько здесь пространств. Да, конечно, интересно бы посмотреть, какие стены, какая шумоизоляция. Пожить тут месяцок. Вид, конечно. Вид просто... Как ну, ни с чем не сравнится. Ну, ни с чем. Метров 50 разница. Вот отсюда, вот до сюда вниз идет. Дом строен вот прям во враг. А как тут вечером или в какую-нибудь дождливую погоду, и ты сидишь вот у окна и смотришь. And the window shades are kind of shaped like goldfish crackers. Габриэль, как тут с отоплением? Вот ночью, например, как? Холодно или тепло? Температура стабильная. Внешняя отделка изолирует квартиру. Она сохраняет тепло, когда снаружи холодно, а когда снаружи тепло, внутри прохладно. Вы знаете, в разных мы были местах, но вот это... Уникальная, правда? Very unique.
ребятки, это фантастика. Мы, конечно, много что не показали, посмотрели один музей и одни апартаменты, и еще 8 квартир здесь прямо сейчас эксплуатируются, люди там живут. В каждой квартире есть что-то свое, что-то особенное, уникальное, освещение, планировка, расположение окошек. Вот у кого-то двойные, у кого-то одинарные, у кого-то одной формы, у кого-то другой. Огромное спасибо Габриэлю и хозяевам этого места. Они пошли нам навстречу, это было непросто, но разрешили полноценно походить и поснимать, и показать вам одно из самых удивительных мест в мире. С удовольствием почитаем ваш комментарий. Пожалуйста, будьте вежливы. Привет из Мексики. Увидимся. Пока.